Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Вирмак и я его ведущий Александр Захурдаев. Мы с вами находимся в Краснодаре на нашем краснодарском производстве СИП-домов, домокомплектов и много чего мы производим. А сегодняшний наш сюжет будет посвящен московскому нашему производству. Ребят, мы не так давно снимали наше новое производство, которое мы запускаем в Московской области. Точнее, как новое. Купили буквально менее полгода назад территорию 4,5 гектара и 6 тысяч квадратных метров корпусов и площадей. Сейчас мы там делаем ремонт, мы это показывали. Но мы уже расставили оборудование, и у нас пошел уже первый выпуск нашей продукции компании Вирмак. То есть по нашей технологии СИП-панели с ЦСП, с изовером, с полистиролом и так далее. И сегодня мы с вами перенесемся с нашего краснодарского производства в Подмосковье, в Луховице, и покажем вам с радостью, чего мы добились, что мы там уже делаем. Поехали, я думаю, будет интересно. Ребят, площадка открытого хранения ЦСП. Это же продукция, это ЦСП. У нас площадка открытого хранения. За моей спиной ЦСП, листы, опять пачки ЦСП, готовые СИП-панели с ЦСП и USB. Дальше мы с вами можем наблюдать на заднем фоне. Это вот такие вот несколько фур уже пришли с готовок изовера. Ребят, трехтонный погрузчик. И даже еще, знаете что, есть еще вот такой вот дедушка, пятитонник, труженик. Но без таких мастодонтов тоже никуда. Проверенный временем. Так, отбиваем высоты под будущее офисное помещение. Линия производства СИП-панели с ЦСП. Через 5-7 минут ребята начнут закладывать новую партию клеить. Стараемся снять полистирол под СИП-панели с ЦСП. Все панели, как обычно, отзинкованы. За моей спиной резервный 12-метровый вертикальный раскроечный станок. Несколько станков в резерве, чтобы, не дай бог, несколько погрузчиков. Последний из Краснодара привезли. Ребят, да, пока нету формы, пока вот еще где-то какая-то грязь, но уже вот такие объемы, столько вот поставлено станков, уже отрабатывается костяк, уже действительно начинаем опять входить в график, и скоро появится прайс-цен на нашем уже московском предприятии. Скорее всего, смею предположить, цены здесь будут у нас дешевле, так как московское наше предприятие значительно ближе расположено к нашим сырьевым основным поставщикам наших материалов. Это, подчеркну, это изовер, это тот же ЦСП. Вот такой станок для распила, раскроя уже непосредственно домокомплектов. Видите, по диаметру пилы достаточно толстые, широкие, мы все панели ЦСП можем на нем распиливать. Это станок собственного производства. Специалист компании Вирмак его изготовили с нуля, подчеркну. Вот такой винтовочный затейливый станок, тем не менее, это тоже сделано руками специалистов компании Вирмак. Поднимает пресс. Высвобождаем готовые все панели ЦСП с полистиролом и выпускаем ее в очередь на склад готовой продукции. Будет наноситься сейчас непосредственно сам клей. Вот такая вот незатейливая работа. Пошло нанесение клея непосредственно.
Вот таким вот образом наносится клей. На обратном пути у нас идет орошение водным раствором. Посредством водного раствора, водной пыли приводится активация двухкомпонентный пенополиуретановый клей. Далее ребята укладывают полистирольные листы. Вот повторяется. Но уже по полистиролу. Скажи еще одна, одна нужна там, 40, какой они нам делают? Одна. Да. Одна панель, вот эта узкая. Узкая на 370, на 300. И давайте вот еще раз. Вот так у нас вспенивается полиуретановый клей после активации. И такая вот готовая продукция. СИП, панели, ССП. Панели, ребята, идут уже 600 миллиметров. Панели уже идут отзинкованные. С таким вот уже неизменным шагом. Пойдемте дальше. Сейчас зимний период линию всех панелей накрыли пленкой. Температура должна быть 20 градусов. Линия всех панелей изолирована. Обеденный перерыв. Ребята, еще много предстоит сделать, но начало уже положено, процесс вовсю запущен. Вот, год действительно особенный, цены сильно подросли, многие планы у наших подписчиков, у многих из вас, у многих наших русских, российских семьях сильно изменились, многие отложили свою мечту строительства своего дома, отложили мечту на какой-то неопределенный срок, а многие вообще от этого отказались. Тем не менее, жизнь продолжается, кризис в нашей стране далеко не первый, не последний. Войдем в свое обычное русло, выдохнем и опять будем планировать все то, для чего мы вообще живем, для чего стараемся, для чего мы чего-то добиваемся, а именно хорошей, комфортной жизни. Владик, выгоняй!